как обработать отдельно звук только самого эффекта, пост и префейдер в FL Studio. Привет! Это видео вышло только благодаря моему подписчику, Андрею Райдеру. Он спрашивает, как в FL обрабатывать отдельные возвраты с плагинов. Например, чтобы на канал посылался только звук реверба, и можно было его эквализировать, насыщать, сужать, расширять и так далее, не затрагивая обрабатываемый ревером сигнал. Вокал, например. В Cubase есть такая функция. Создается отдельная шина со всеми возвратами эффектов. И сведение выходит на новый уровень. В FL, к сожалению, походу так нельзя. Весь интернет облазил. Да, в FL нет такой функции, о которой говорит Андрей, но есть способ, как это сделать. И начнем мы с извлечения звука, который создает сам эффект, без основного звука, только звук, создаваемый эффектом. Называется этот звук сухой или чистый. А как в FL Studio его извлечь, я сейчас покажу. Андрей в примере говорил про вокал, поэтому давайте и разберем все это на вокале. Закидываем наш вокал в плейлист. Отправляем на микшер и добавляем реверб. Настраиваем его как нужно. И экспортируем наш голос. Далее переносим его в плейлист. Отправляем его на микшер и разворачиваем ему фазу. Подробнее, что такое фаза, амплитуда и частота, я рассказываю в этом ролике. А сейчас только скажу, что если одинаковый звук копировать и на одном развернуть фазу, то они сами себя погасят и будет полная тишина. Послушаем. Как вы слышите, мы ничего не слышим. Произошло то, что я объяснил ранее. Давайте теперь выключим реверб на нашем оригинальном вокале. Произошла магия. Голос сам себя подавил, оставив только чистый звук ревера. Теперь экспортируем наш результат для дальнейших обработок. The sky is raining only for me. The sky is raining only for me. Если вы скажете, что это сложно и долго, я могу с вами согласиться и показать способ быстрее. В некоторых плагинах есть ручка Mix или Dry. Иногда, если ее выкрутить на все 100%, плагин будет выводить только звук самого эффекта, без подмешивания оригинала. Объясню на примере. Вот наш оригинальный вокал. The sky is raining only for me. Повесим на него кристаллайзер от Sound Toys. Допустим, пресет Cool Drums. И выкрутим ручку на 100%. В результате мы получим сухой звук плагина, без подмешивания оригинала. Такой же сухой звук только самого эффекта можно было быстро получить и у нашего ревера. Там как раз для этого и есть специальный регулятор Dry, то есть сухой. Опускаем его в 0. The sky is raining. The sky is raining only for me. Теперь давайте сравним с нашим сухим звуком, который мы создали сами. The sky is raining only for me. The sky is raining. The sky is raining. The sky is raining. The sky is raining. Они одинаковы, а это значит, что если вам понадобится обработать только сам звук эффекта, а на плагине не окажется ручки Dry, то вы можете воспользоваться нашим первым, более долгим способом. Еще мне хотелось бы добавить в этот урок маленькую фишку и заодно рассказать о режимах пост и префейдер. По-простому это направление или посыл сигнала. Постфейдерный режим вы все знаете. В микшере FL Studio обработка сигнала происходит именно в этом режиме. То есть сигнал после всех обработок посылается на фейдера громкости и панорамы, и они применяются ко всему, что есть на данном канале. А
префейдерный режим может посылать сигнал, обходя эти фейдера громкости и панорамы. К сожалению, в FL Studio нельзя переключиться с постфейдера на префейдер, как в других DAW-станциях одной кнопкой. Для этого в FL Studio создали специальный мини-плагин FruitySend. И мало кто пользуется, но он бывает необходим. Например, вам нужно обработать все тот же сухой сигнал ревера, но при этом не затрагивать основной звук и оставить его со своими настройками. Для этого добавляем FruitySend на канал с вокалом. Мне в данном случае нужно обработать сигнал уже после компрессора, но до сатураторов, поэтому передвигаем его выше. Наводим курсор на плагин и крутим колесо мыши с зажатым шифтом. Далее берем свободный канал, меняем цвет и переименовываем. Заходим обратно на наш вокал и правой кнопкой мыши отправляем sidechain сигнал на созданный канал. Открываем FruitySend и указываем ему, куда направить сигнал. Кликаем правой мышкой в красное окно и выбираем наш созданный канал. Все, осталось закинуть туда наши обработки. Так как работает FruitySend? Он берет сигнал нашего вокала после джека Джозефа и компрессора, обходит сатураторы и фейдера громкости и посылает сигнал на второй канал. Крутилкой Dry мы можем выключить основной вокал и послушать наши эффекты с другого канала. The sky is raining only for me. Only for me. The sky is raining only for me. Или можем сделать тише, или вообще выключить наши эффекты. The sky is raining only for me. The sky is raining only for me. The sky is raining only for me. Теперь можем обрабатывать наш основной вокал отдельно от эффектов. Крутить панораму и громкость. И то же самое с эффектами. The sky is raining only for me. Надеюсь, вы теперь понимаете, как, зачем и для чего это все делать. Напишите в комментариях, как вам способы и все ли понятно. Крутых треков вам. Пока.